Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня будем готовить вот эти ребра. Вернее, не готовить, а будем мы их подготавливать, друзья. Вот эти телячьи ребрышки мы их сегодня с вами нарежем и подготовим к одному очень интересному блюду, друзья. Реально интересное блюдо. Так, переверну свою колоду. Пенек. Та сторона у меня более такая парадная. Там для стейков, для готового мяса, для красоты. А вот этот вот срез такой, вот эта колода, пенек. Кстати, друзья, посмотрите, что это за дерево. Это кавказский орех. Это такое красивое, такое благородное дерево. А запах у него какой, друзья? Вот запах именно ореха. Вот если грецкий орех поломать, понюхать, точно вот это дерево, древесина также пахнет. Да, в общем, я отвлекся. Значит, переворачиваю на колоду на ту сторону, где я могу рубить, где я буду работать. Почему? Потому что нам сегодня предстоит рубка мяса небольшая. Так, избавились от лишнего хребта, от части хребта. Так, друзья, избавимся от лишних слоев, которые в стейк не идут. Мы их уберем. Посмотрите, какое мясо, друзья. Это простая коровка, так как говорят, травяного откорма. Но чуть-чуть даже там мраморность наблюдается. Посмотрите. Друзья, получилось 10 вот таких миниатюрных стейков, да, будущих стейков. Ну что делать, это у нас не американские, не бразильские коровы, вот эти Black Angus, огромные там быки, мясные породы. У нас страна маленькая, коровки у нас маленькие, вот чем богаты, тем и рады, друзья. Так, значит, сейчас мы что делаем, друзья? Сейчас мы вот эти стейки завакуумируем в вакуумные пакеты, и пойдут они у нас в холодильник аж на 7-8 дней. Друзья, вот такие у меня вакуумные пакеты. Значит, достаем пакет. Я думаю, в каждый пойдет по 2 ребрышка. Значит, с мясом я ничего не делаю, как вы видите. Не мариную, не солю, ничего. Вот как есть, кладу сюда, в пакеты. Вот, друзья, завакуумировал 5 вот таких хороших пакетиков. В каждом 2 кусочка, 2 таких ребрышка. И сейчас я это отправляю в холодильник, не в морозилку. В холодильник, но температура должна быть от 0 до 4, не выше.
И вот так дней 7-8 они у меня постоят в холодильнике. Значит, люди есть, которые даже до 20 дней отправляют. Это называется влажное вызревание мяса. Да? То есть, ну, у меня уже делал однажды, и мясо было намного более жесткое, и 8 дней мне хватило. А это мясо все-таки, как говорится, это толстый край, это антрикотики. Я думаю, 8 дней мне вполне будет, 7-8 дней мне вполне будет достаточно. Так что так, друзья, увидимся мы с вами через, грубо говоря, через неделю. Смотрите, дальше будет экстремально интересно. До свидания. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Ровно неделю мы с вами не виделись. Прошла ровно неделя после того, как я это мясо положил доходить, созревать. Значит, мясо 7 дней, ровно неделю простояло у меня в холодильнике. Не в морозильнике, в холодильнике. При температуре от 0 до 4 градусов. Оно у нас, по идее, уже созрело. Сейчас мы что делаем? Сейчас у нас начинается самая интересная часть нашего видео, друзья. Такого в мире еще не делал никто, я вам гарантирую. Значит, каждый пакет мы протыкаем вот такими крючками, по 2 крючка. Вот так. Пошли, друзья. Нас ждет следующий этап. Друзья, вы скажете, что он сумасшедший. Значит, жара на улице. Градусов 35. А я вешаю мясо. И почему-то в кульках. Все 5 кулечков. Друзья, догадайтесь сами, что это такое. Я знаю, догадаться трудно. Это у нас будет мясо, стейки, приготовленные методом солнечного сувида. Наверное, метод сувида вы знаете. Это когда мясо постепенно в течение часа-двух нагревается в специальной водяной ванне с термостатом до 60, примерно до 60 градусов, там 50 с чем-то и так далее. В общем, в районе 60 градусов. За час он нагревается до этого состояния. То есть оно практически уже бывает готовое. Не полностью, но почти. А потом его только обжаривают на углях. С одной и с другой стороны слегка. И все. Наш стейк готов. Сегодня мы делаем то же самое. Но сувид у нас будет не водяной, а солнечный, друзья. Под прямыми лучами солнца поверхность, чего бы то ни было, вот в частности вот это мясо, может нагреться, друзья, до 60-70 градусов. От 60 до 70 градусов, то есть под прямыми лучами солнца. Но, как солнце уже не в зените, лучи солнца попадают только на одну сторону. И чтобы этот эффект усилить, я представлю вам сейчас, друзья, мое секретное оружие. Друзья, гиперболоид инженера Гарина. Та-да-да-дан, та-да-да-дан. Смотрите, что я соорудил. Значит, небольшая регулировка. И теперь смотрите на мясо. Все 5 лучей, 5 зеркал направлены на эти 5 пакетов. Друзья, вы видите, чего мы добились? Мясо сейчас у нас нагревается равномерно с обеих сторон. Каждому пакету с мясом свой луч, свое зеркало. 5 зеркал, 5 пакетов. Сейчас у нас мясо интенсивно нагревается с обеих сторон. С этой стороны солнце, с этой стороны отложение, с этой стороны отраженные лучи солнца от зеркал. Я думаю, часа будет достаточно, чтобы температура мяса у нас в пакетах достигла 60 градусов примерно. Друзья, пока наше мясо там доходит в солнечном сувиде, мы сделаем для наших стейков, будущих стейков, аргентинский соус
Чумичури. Чумичури, по-моему, да. Еще немножко масла добавил и лимонного сока. И вот уже, по-моему, консистенция правильная, друзья? Такой полужидкий. Друзья, мясо, видите, как с обеих сторон греется. Вот реально нагрелось, ну градусов 50 точно есть. Вот обжигает руку уже. Вот вам и сувид. Все, снимаю белье, друзья. Друзья, специально посуду оставил тоже под солнцем. Вот нагрелось так, что долго держать невозможно. То есть тоже градусов 60, наверное. Сейчас мы это мясо открываем. Друзья, теперь идут приправы. Стейк — это прежде всего, конечно же, розмарин. Чуть-чуть чабреца. Ну, конечно же, черный перец. Переворачиваем. И то же самое с обратной стороны. И перчик. Накрываю горячей крышкой и кладу вот так. Опять и оставляю вот это все, друзья, опять под солнцем. Минут 20, полчаса максимум. Все это пропитается и будем жарить. Так, угольки уже хорошие, друзья. Значит, масло на каждый стейк немножко. Солим. Солим теперь с обратной стороны.
Друзья, стейки наши, как вы помните, они наполовину уже готовы. То есть они были так хорошо нагретые мясо. Теперь будем обжаривать с каждой стороны не больше 4 минут, я думаю, 4-5 минут. Но, вот посмотрите, вот здесь обязательно промежутки нужно оставлять открытыми. Если мы совсем плотно друг другу поставим, мы огонь задушим. Чтобы огонь дышал, промежутки пусть будут обязательно. Друзья, уже пошел обалденный запах. Ах, смотрите, как красиво. Ох, какие красавчики. Друзья, снимаю. Передерживать нельзя. Друзья, стейки оставляем на 5 минут. Немножко пусть они вот эта температура распределится по всей толще мяса. И соки также, они там перераспределяются как-то. В общем, 5 минут они должны отдохнуть. Домашнее грузинское вино, друзья. Друзья гриванули. Так, приступаем. Друзья, доску я поменял. На этой как-то, по-моему, эффектнее смотрится, да, красивее. Так, выберем любой произвольный кусочек. Вот его сюда. Посмотрите, как он аппетитно прожарился. Сейчас буду резать, а вы смотреть. Ну как вам, друзья? Какая степень прожарки? Это, наверное, medium, да? Ну точно еще не well done. Medium. Самая моя любимая, да, так скажем, средненькая. Мясо еще не пересушено, розовенькое, но в то же время оно уже давным-давно далеко не сырое. Смотрите, какая красота. Какие кусочки. Угощайтесь, друзья. Ой, как бы я вас всех угостил, честное слово. Вот от души. Смотрите, как красиво. Сейчас будем пробовать.
чудесно, друзья. Вот этот способ. Здесь мы с вами применили сразу два ухищрения, так скажем. Первое, то, что мясо мы оставили на неделю вызревать в вакуумных пакетах, в холодильнике, как вы помните. Это называется влажное вызревание. Это дало свой эффект, потому что все прекрасно помнят, какое это было мясо. Это было мясо обыкновенной коровки. Вот самый-самый простой, самый бюджетный, так скажем. Если вот это все это не прошла бы корова, вот это, все эти этапы, я вас уверяю, мясо жевать было бы невозможно. А сейчас оно, я не скажу, что оно прям вот тает совсем нежное, но оно достаточно нежное и очень вкусное, очень насыщенный вкус. Вот оператор мне напомнил про соус, я про него забыл, отнес в холодильник. А то бы я про него забыл, если бы не оператор. Друзья, очень подходит. Он такой считается классический стейковый соус. Очень вкусно. Чимичури. Соус родом из Аргентины. Друзья, в общем, у нас соус аргентинский, мясо азербайджанское, а вино у нас грузинское. Будьте здоровы, мои хорошие. Дай Бог всем здоровья. А я продолжу. На чем мы остановились? Значит, на методе приготовления. А второе, то, что я сделал с мясом сегодня, вот я не преувеличиваю, это еще никто не делал. Солнечный сувид. То есть это сувид по своей сути, но приготовлен не в воде, а на солнце. И я посчитал, что никакой разницы нет. У меня просто нет такой специальной сувидницы, которая там как кастрюля с термостатом, да, который регулирует, чтобы держать температуру постоянно. И вот я решил сделать это на солнце. И, по-моему, получилось. Стейк еще, как вы знаете, важно правильно нарезать. Обязательно поперек волокон, тоненькими такими слайсами, кусочками. Тогда получается обалденно. Друзья, просто супер. Вот из такой простой говядины вот таким способом можно сделать замечательный стейк. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, видео вам понравилось. И надеюсь, оно оказалось полезным. То есть, может, кто-то тоже из вас такой вот метод применит. До новых встреч на канале Каспийский берег, друзья. До свидания.